В этом мастер-классе я покажу, как вязать вот такую шикарнейшую салфетку для сервировки стола крючком. Всем привет, мои дорогие, с вами Эд и добро пожаловать на мой канал. Я использовал крючок 3 мм. Вот эту салфетку я вязал вот таким хлопковым шнуром. Его толщина в 100 граммах 150 метров. Не уверен, что вы такую найдете в странах СНГ, потому что я живу за границей. Но вы можете попробовать вязать пихорка, детский хлопок, ализе белла батик или пряжа Гавайи. Или можно попробовать вязать, например, как я вязал вот эту салфетку. Я ее вязал тонкой пряжей, которой я вяжу все свои ажурные салфетки. Под эту пряжу подходит крючок 1,75 мм, но я вязал также ее крючком 3 мм. Я только использовал нить в два сложения. Я взял одну нить из центра и одну нить снаружи. И по размеру они получились абсолютно одинаковые. Для обвязки в этой салфетке я использовал вот такую пряжу. Это стопроцентная вискоза. Она больше даже похожа не на пряжу, а на такую ленточку. И она настолько скользкая, что она просто спадает с мотка. В диаметре она у меня получилась 37 сантиметров. Но вы можете связать в любом нужном вам размере, просто увеличив или уменьшив количество вот этих центральных рядов. По завершении работы все свои салфетки я всегда блокирую с крахмалом. Как я это делаю, вы можете посмотреть видео, которое можете найти в описании под этим видео ниже. Если у вас нет большого опыта в вязании, то на моем канале вы можете найти плейлист под названием «Уроки вязания крючком», потренироваться, а уже потом приступать к этому или какому-то другому мастер-классу. А теперь давайте начинать. Для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, кладу вот так на два пальца, совсем небольшой кусочек оставляю, оборачиваю вокруг двух пальцев, здесь впереди скрещиваю и сзади придерживаю. Теперь вставляем крючок под первую нить, цепляем вторую нить, протягиваем ее сюда вперед, подкручиваем, у нас здесь образуется вот такая петля. Теперь мы крючком цепляем нить, которая у нас идет от клубка. У нас сейчас получилось 2 петли на крючке, мы их пальцем придерживаем, а другие два пальца из кольца аккуратно вытаскиваем. Теперь придерживаем кольцо и протягиваем уже нить в нашу первую петлю. И затягиваем. И вот у нас получилось кольцо амигуруми. В это кольцо нам нужно провязать 12 столбиков с одним накидом. Первый столбик мы заменяем 3 петлями подъема, но здесь у меня уже есть вот такая одна петля. Я сделаю еще 2. Раз, два. И вот мой первый столбик с одним накидом. Теперь накид и в кольцо провязываем столбик с накидом. Опять накид, в кольцо столбик с одним накидом. Итак, вместе с 3 воздушными петлями подъема я провязал уже 3 столбика. Всего провяжу 12 и вернусь. Итак, я провязал 12 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. 3 воздушные петли подъема. И теперь мы за вот этот кусочек тянем и затягиваем кольцо, замыкая все столбики вместе. Все, этого уже достаточно. Теперь этот кусочек мы бросаем туда-назад, сверху рабочей нити. И вставляем крючок в 3-ю воздушную петлю подъема и выполняем соединительную петлю. И вот так мы завершили первый ряд. Второй ряд. Я возвращаю тот кусочек сюда вперед, буду прокладывать над столбиками первого ряда и буду прятать под столбиками второго ряда. Сейчас выполняем 2 воздушные петли подъема. Раз, два. Это просто, чтобы поднять ряд. Мы их как за столбик не считаем. Теперь я выполняю накид и в следующий столбик, вот у меня идет следующий столбик, я в него провязываю 2 столбика. Раз и второй. То есть сделали прибавку. Опять накид, в следующий столбик также 2 столбика. Раз и 2. И таким образом провязываем ряд до конца. В каждый столбик выполняем по 2 столбика. А как мы провязываем в конце, я вернусь и покажу. Провязали ряд до конца, и у нас получилось 11 пар столбиков. То есть 22 столбика, а должно быть 24. Вот от начала ряда я сделал 2 петли, просто чтобы поднять ряд. И пошло. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 пар. И теперь последнюю пару столбиков мы провязываем вот в эту соединительную петлю. Вот мы соединились в третью воздушную петлю подъема, и прям в эту соединительную петлю мы провязываем еще 2 столбика. Я делаю накид, и вот так вставляю крючок, и провязываю еще 2 столбика. Все, вот эти 2 воздушные петли подъема я пропускаю и соединяюсь с соединительной петлей уже с самым первым столбиком. Вот они, 2 петли, их пропускаю, и с самым первым столбиком мы соединяемся с соединительной петлей. И вот таким образом мы завершили второй ряд. Третий ряд. 2 воздушные петли подъема, просто чтобы поднять ряд. Накид. И в следующий столбик выполняем прибавку. Вот следующий столбик. В него провязываем 2 столбика. Раз и 2. В следующий столбик провязываем 1 столбик. В следующий провязываем 2. И в следующий провязываем 1. И таким образом чередуем ряд до конца. Провязываем 2 столбика, 1 столбик, 2 столбика, 1 столбик. И в конце я вернусь. Провязали ряд до конца. В самый последний столбик с накидом предыдущего ряда выполнили последнюю сейчас прибавку. И у нас получилось так, что мы начали ряд с прибавки, значит мы должны закончить ряд одним столбиком. У нас же чередовалось прибавка, 1 столбик, прибавка, 1 столбик. Вот мы сделали последнюю прибавку, теперь нам остается добавить 1 столбик. И мы его провязываем так же, как в предыдущем ряду провязали. Вот в эту соединительную петлю. Вот где мы соединились, и у нас пошли вот они 2 петли подъема, которые мы за столбик не считаем. Выполняем накид. И вот в эту соединительную петлю довязываем этот столбик. И теперь соединяемся уже в самый первый столбик. 2 воздушные петли мы пропускаем. И в самый первый столбик выполняем соединительную. И вот таким образом мы завершили третий ряд. И вы можете пересчитать, должно получиться 36 столбиков с накидом. Четвертый ряд. 2 воздушные петли подъема. Это просто чтобы поднять ряд. Накид. И в следующий столбик провязываем прибавку. 2 столбика. Раз. И второй. Теперь провязываем 2 одинарных столбика. 1 в следующий столбик и 1 в следующий. Первый и в следующий второй. И теперь у нас раппорт повторяется. Мы в следующий столбик выполняем прибавку. 2 столбика. Раз и 2. И здесь провязываем по одному. Первый столбик и в следующий второй. И таким образом провязываем ряд до конца, чередуем. Прибавка, 2 столбика одинарные. Прибавка, 2 столбика одинарные. И в конце я вернусь. Провязали ряд до конца, выполнили последнюю прибавку. Перед нами остается последний столбик. И вот здесь вот эта соединительная петля предыдущего ряда. И как раз нам нужно сделать 2 столбика, потому что мы начинали прибавка, 2 столбика, прибавка, 2 столбика. Вот я сделал прибавку, получается еще 2 столбика. Накид, столбик в самый последний столбик. И столбик с накидом вот в эту соединительную петлю предыдущего ряда. И вот эти вот 2 воздушные петли подъема я всегда буду пропускать и соединяюсь уже в самый первый столбик соединительной петлей. И вы можете пересчитать, должно получиться 48 столбиков с одним накидом. Пятый ряд. 2 воздушные петли, просто чтобы поднять ряд. И в следующий столбик провязываем прибавку, 2 столбика. Первый и второй. Все, сделали прибавку. Теперь провязываем 1, 2, 3 столбика просто по одному. 1 в следующий, 2 и в следующий 3. И теперь у нас уже раппорт повторяется. Мы в следующий столбик выполняем прибавку.
2 столбика. Раз и 2. И теперь опять у нас идет 3 столбика одинарные. Раз, 2, 3. Все, вяжем так ряд до конца. Прибавка 3 столбика по одному, прибавка 3 столбика по одному. И в конце я вернусь. Подхожу к завершению ряда, выполнил последнюю прибавку. Передо мной осталось 2 последних столбика и соединительная петля предыдущего ряда. И как раз я сейчас выполняю еще 3 столбика последние. У нас чередовалась прибавка 3 столбика. И вот я сделал прибавку, и как раз сюда я сейчас провязываю 3 столбика. Столбик в следующий столбик. Столбик в следующий столбик. И последний третий столбик вот в эту соединительную петлю предыдущего ряда. И выполняю соединительную петлю в самый первый столбик с одним накидом. И должно получиться 60 столбиков с одним накидом. Итак, я здесь провязал сейчас 5 рядов. Раз, два, три, четыре, 5. И таким же способом я всего провяжу 9 рядов. То есть еще 6, 7, 8 и 9 ряд включительно. И в этом 9 ряду я буду провязывать прибавка 7 столбиков одинарные по одному. Прибавка 7 столбиков, прибавка 7 столбиков. Всего в 9 ряду у меня будет 108 столбиков с одним накидом. Всегда я буду начинать ряд с 2 воздушных петель подъема, которые я за столбик не считаю, и в следующий столбик выполняю прибавку. И соединяюсь с первым столбиком соединительной петлей, и самый последний столбик я всегда выполняю в соединительную петлю предыдущего ряда, чтобы у нас вот здесь не получалось сильно большой зазор, чтобы не очень сильно было видно место соединения. А уже с 10 ряда я вернусь и покажу, как мы вяжем дальше. Провязали 9 ряд до конца, выполнили последний столбик в соединительную петлю предыдущего ряда, и теперь соединяемся с самым первым столбиком с накидом, соединительной петлей, но только за его переднюю половинку. Вставляем крючок и провязываем соединительную петлю. А вот эту заднюю половинку я сейчас отмечу маркером, просто чтобы ее не потерять. Но вы можете просто запомнить, что здесь есть вот эта задняя половинка нашего столбика. И таким образом мы завершили 9 ряд. И если вдруг ваша салфетка вот так вверх выгибается, вот такая кривая получается, ничего страшного, все здесь на самом деле ровно. Мы вот так ручками все это дело растягиваем, чтобы у нас все столбики встали на свои места, туда, куда им нужно, и наша салфетка становится идеально ровная. 10 ряд. 1 воздушная петля, и в следующий столбик только за его переднюю половинку выполняем соединительную петлю. 1 воздушная петля, в следующий столбик только за его переднюю половинку выполняем соединительную петлю. 1 воздушная, соединительная петля в следующий столбик только за переднюю половинку. И таким образом провязываем ряд до конца. 1 воздушная петля, соединительная петля в следующий столбик только за его переднюю половинку. Провязали ряд до конца, в самый последний столбик предыдущего ряда выполнили соединительную петлю, 1 воздушная петля. Теперь я вытаскиваю немножечко вот так петлю, крючок вставляю в самую первую соединительную петлю. Сзади наперед. Цепляю рабочую петлю и протягиваю ее назад. И теперь можно немножечко нить подтянуть. Все. И таким образом мы завершили ряд. 11 ряд. Выполняем соединительную петлю в ту заднюю петлю, которую отметили маркером. Соединительная. И теперь маркер можно снять, он мне больше не нужен. И выполняем 1 воздушная петля подъема. И сюда же, в эту же заднюю петлю, провязываем столбик без накида. Столбик без накида в следующий столбик только за его заднюю петлю. Столбик без накида в следующий столбик только за его заднюю петлю. И таким образом провязываем ряд до конца. В каждый столбик предыдущего ряда только за его заднюю петлю, точнее не предыдущего ряда, а вот столбики, которые у нас с накидом были. Провязываем столбик без накида за заднюю петлю. И всего у нас в конце ряда должно получиться 108 столбиков без накида. Подхожу к завершению ряда, выполнил последний столбик без накида в последний столбик
с одним накидом. И теперь с самым первым столбиком мы просто соединяемся соединительной петлей. 12 ряд. 1 воздушная петля подъема. И сюда же, в этот же столбик, выполняем столбик без накида. Выполняем 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка, то есть первая после столбика, мы провязываем столбик без накида. Вставляем крючок в эту петлю и провязываем столбик без накида. Пропускаем следующий столбик и в следующий выполняем столбик без накида. И вот так мы будем вязать ряд до конца. 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка провязываем столбик без накида. Пропускаем следующий столбик и в следующий выполняем столбик без накида. 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка столбик без накида. Пропускаем следующий столбик и в следующий столбик без накида. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали ряд до конца, выполнили это последнее пико. Перед нами остается один столбик, который мы по рисунку пропускаем, и соединяемся с самым первым столбиком без накида соединительной петлей. И у нас должно получиться 54 столбика без накида и 54 пико. 13 ряд. Выполняем 1 воздушная петля и соединительная петля в следующий столбик без накида, вот который у нас под пико прям. Вот. Только мы выполняем соединительную сзади вот так. То есть вот эти пико можно вот так пальцем немножечко отогнуть. И вот в этот свободный столбик без накида выполняем соединительную петлю. То есть вот мы получились вот там, за работой. И теперь выполняем 1 воздушная петля подъема и сюда же столбик без накида провязываем. Теперь выполняем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И выполняем столбик без накида в третью петлю от крючка. Теперь выполняем столбик без накида в следующий свободный столбик без накида. Вот под следующим пико. Вот так можно отгибать работу. И в следующий столбик без накида провязываем столбик без накида. Опять 3 воздушные петли. Столбик без накида в третью петлю от крючка. И в следующий столбик без накида свободный мы провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли, столбик без накида в третью петлю от крючка, отгибаем вот так работу и в следующий свободный столбик без накида мы провязываем столбик без накида. И вот так у нас здесь получается. Все, вяжем так ряд до конца. Провязали ряд до конца, выполнили последнее пико и теперь с самым первым столбиком без накида просто соединяемся с соединительной петлей. 14 ряд. Сейчас вокруг вот этого первого столбика предыдущего ряда нам нужно провязать столбик без накида рельефный изнаночный. Я выполняю 1 воздушную петлю, вставляю крючок вот так назад, обхватываю вот этот столбик без накида предыдущего ряда, его цепляю и туда назад толкаю, цепляю нить и уже протягиваю ее сюда и провязываю столбик без накида. И он у нас таким образом получается изнаночный. Теперь 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И уже вокруг следующего столбика без накида мы также провязываем изнаночный столбик без накида. Вот так сзади наперед вставляем крючок, обхватываем столбик, толкаем его назад, цепляем нить и провязываем столбик без накида. Опять 3 воздушные. Вокруг следующего столбика провязываем изнаночный столбик без накида. 3 воздушные, изнаночный столбик без накида вокруг следующего столбика. Столбик назад толкаем и провязываем столбик без накида. Все вяжем таким образом ряд до конца, и у нас должно получиться 54 арки по 3 воздушные петли. Подходим к завершению ряда, и вместо последней арки 3 воздушных петель я выполняю накид. И в самый первый рельефный столбик без накида мы провязываем столбик с одним накидом. И вот таким образом мы завершили ряд. 15 ряд. 1 воздушная петля подъема. И сюда же в эту же арку провязываем столбик без накида.
3 воздушные петли, столбик без накида в следующую арку, 3 воздушные петли, столбик без накида в следующую арку. И таким образом вяжем ряд до конца. Выполняем 3 воздушные петли и столбик без накида в следующую арку. Провязали ряд до конца, выполнили последнюю арку 3 воздушных петель и соединяемся с самым первым столбиком без накида соединительной петлей. 16 ряд. Выполняем 1 воздушная петля подъема и вокруг вот этого первого столбика без накида провязываем столбик без накида рельефный лицевой. Заводим крючок немножко назад, обхватываем вот так сам столбик, цепляем нить и провязываем столбик без накида. И он у нас таким захватом получается рельефный лицевой. Теперь сразу же в следующую арку 3 петель провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли и столбик без накида опять сюда же, в эту же арку. И здесь у нас уже раппорт повторяется. Вокруг следующего столбика вот так вставляем крючок и провязываем столбик без накида. В арку 3 петель столбик без накида, 2 петли, столбик без накида, опять рельефный лицевой столбик без накида и в арку столбик без накида, 2 петли, столбик без накида. Продолжаем вязать ряд таким образом до конца. Провязали ряд до конца, в последнюю арку выполнили столбик без накида, 2 петли, столбик без накида, и теперь с самым первым рельефным столбиком без накида мы просто соединяемся соединительной петлей. 17 ряд. Выполняем соединительную петлю в следующий столбик и соединительная петля в арку 2 воздушных петель. 1 воздушная петля подъема и сюда же в эту же арку столбик без накида. 3 воздушные петли, столбик без накида в следующую арку 2 воздушных петель, 3 воздушные петли, столбик без накида в следующую арку 2 воздушных петель. И таким образом вяжем ряд до конца. Выполняем 3 воздушные петли и в следующую арку 2 воздушных петель провязываем столбик без накида. Провязали ряд до конца, выполнили последнюю арку 3 воздушных петель и теперь соединяемся с самым первым столбиком без накида соединительной петлей. 18 ряд. Выполняем 1 воздушная петля подъема и вокруг вот этого первого столбика без накида провязываем рельефный лицевой столбик без накида. Крючок назад заводим, обхватываем столбик, цепляем нить и провязываем столбик без накида. Таким захватом он получается рельефный лицевой. Теперь сразу же в следующую арку 3 петель провязываем 2 столбика без накида. 1 и 2. 2 воздушные петли. И еще 2 столбика сюда же в эту же арку. И так будем вязать ряд до конца. Вокруг следующего столбика провязываем столбик без накида рельефный лицевой. И в следующую арку 2 столбика без накида, 2 воздушные и 2 столбика без накида в эту же арку. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали ряд до конца и просто соединились с самым первым рельефным столбиком соединительной петлей. 19 ряд. Выполняем соединительную петлю в следующий столбик без накида, соединительная петля в следующий столбик без накида и соединительная петля в арку 2 воздушных петель. 1 воздушная петля подъема и сюда же в эту же арку провязываем столбик без накида. 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, столбик без накида в следующую арку 2 воздушных петель. 4 воздушные петли, столбик без накида в следующую арку 2 воздушных петель. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали ряд до конца, выполнили последнюю арку 4 воздушных петель и соединились с первым столбиком соединительной петлей. 20 ряд.
выполняем 1 воздушная петля подъема и вокруг этого первого столбика провязываем рельефный лицевой столбик без накида. Крючок назад немножко заводим, обхватываем столбик и провязываем столбик без накида, рельефный лицевой. Теперь сразу же в следующую арку провязываем 2 столбика без накида, 2 воздушные петли и опять 2 столбика без накида сюда же, в эту же арку. Рельефный лицевой столбик без накида вокруг следующего столбика. И в арку провязываем 2 столбика без накида, 2 воздушные петли и 2 столбика без накида. Продолжаем вязать ряд таким образом до конца. Провязали ряд до конца и соединились с первым рельефным столбиком соединительной петлей. 21 ряд. Выполняем соединительную петлю в следующий столбик, соединительная петля в следующий столбик и соединительная петля в арку 2 воздушных петель. И в эту арку провязываем столбик без накида, 2 петли, столбик без накида. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида в эту арку, 2 воздушные петли и еще 1 столбик без накида сюда же, в эту же арку. Теперь сразу же после этого столбика в следующую арку 2 воздушных петель провязываем 6 столбиков с 1 накидом. Сделали накид и в арку 2 воздушных петель провязываем столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 столбик с 1 накидом. Затем сразу же после этого 6 столбика в следующую арку 2 воздушных петель провязываем столбик без накида, 2 петли, столбик без накида. И уже в следующую арку провязываем 6 столбиков с 1 накидом. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали ряд до конца, я выполнил последние 6 столбиков с накидом и теперь соединяемся с самым первым столбиком без накида с соединительной петлей. 22 ряд. Выполняем соединительную петлю в арку 2 воздушных петель, 1 воздушная петля подъема и сюда же провязываем столбик без накида. Теперь сразу же выполняем накид и вокруг следующего столбика с накидом провязываем рельефный лицевой столбик с 1 накидом. Накид, крючок вставляем сзади наперед, обхватываем этот столбик, толкаем его назад, цепляем нить и уже провязываем столбик с 1 накидом. Он таким захватом получается изнаночный. 1 воздушная петля, вокруг следующего столбика также рельефный изнаночный с накидом. Сзади наперед вставляем крючок, толкаем этот столбик назад, цепляем нить и провязываем столбик с накидом. 1 воздушная петля. И так провязываем все 6 столбиков. Сзади наперед толкаем столбик и провязываем столбик с накидом. 1 воздушная петля. Последний 6 столбик, рельефный изнаночный. И сразу же после этого 6 столбика мы провязываем в следующую арку 2 воздушных петель между столбиками без накида. Провязываем столбик без накида. И опять у нас уже раппорт повторяется. Накид, вокруг столбика изнаночный, столбик с 1 накидом. И 1 воздушная петля. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали ряд до конца, выполнили последний рельефный изнаночный столбик с накидом и теперь соединяемся с самым первым столбиком без накида с соединительной петлей. 23 ряд. Этот ряд у нас будет последний. Все столбики в этом ряду мы пропускаем и вяжем только в арке. Выполняем соединительную петлю в следующий столбик.
и соединительную уже в арку одной воздушной петли. В эту арку провязываем 2 столбика без накида. Выполняем 1 воздушная петля подъема и 2 столбика без накида в эту же арку. Теперь выполняем пико из 2 воздушных петель. 1, 2. И выполняем соединительную петлю в вершину и 1 петлю последнего провязанного столбика. Вот так вставляем крючок и провязываем соединительную. Пико из 2 воздушных. Теперь в следующую арку 2 столбика без накида. Следующая арка у нас идет ровно посередине. У нас получилось 5 арок в предыдущем ряду. 1, 2, 3, 4, 5. Это третья, она ровно посередине. И в нее мы провязываем столбик без накида 1. Пико из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Соединительная в вершину и 1 петлю последнего столбика. И еще 1 столбик без накида сюда же, в эту же арку. Получается вот так. Столбик, пико, столбик. Теперь в следующую арку мы уже вяжем в зеркальном отображении. 2 столбика без накида. Пико из 2 воздушных петель. 1, 2. Соединительная петля. И 2 столбика в последнюю арку. И вот такой у нас будет раппорт. Уже в следующую арку, то есть все вот эти 3 столбика мы пропускаем. В следующую арку мы уже провязываем опять 2 столбика без накида. Пико из 2 воздушных. Два столбика без накида в следующую арку. В следующую центральную арку 1 столбик. Пико из 4 воздушных. И еще 1 столбик без накида сюда же, в эту же арку. В следующую арку 2 столбика. Пико из 2 петель. И 2 столбика в последнюю арку. Вот так у нас получается. Вяжем таким образом ряд до конца. И в конце, в последнюю арку мы выполним 2 столбика без накида. Соединимся соединительной петлей с самым первым столбиком. И уже можно будет обрезать нить и спрятать хвостик сзади за петлями, за столбиками. И теперь нам осталось нашу салфетку только заблокировать. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Если нашли для себя порцию вдохновения, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны, и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А с вами был я, Эд. До скорого!